Стыдно ли говорить с ошибками? Такс. Ну, не знаю насчет как бы формата, в том плане, что, допустим, ну, кто первым будет отвечать и так далее, но могу, например, ответить я. Я считаю, Давай. что с ошибками разговаривать совершенно не стыдно, в том плане, что, ну, если ты, условно говоря, выучил, ну, там, французский, и ты на нем разговариваешь не идеально, то ничего плохого в этом нету. Как бы самое главное, это чтобы тебя люди понимали, поскольку это смысл языка. И, конечно, ошибки этому не помогают в том плане, что если у тебя слишком много ошибок, то это как, ну, может стать трудным понять, что именно ты пытаешься сказать. Но если они не мешают пониманию, то ничего как бы плохого в этом нету. А стыдного вообще, в принципе, даже нету, даже если тебя с трудом понимают, потому что, ну, как бы все равно ты выучил этот язык, это все равно больше, чем как бы большинство людей. То есть если ты хотя бы хоть как-то можешь общаться на иностранном языке, это уже достижение. То есть, по крайней мере, вот. Более-менее такие у меня мысли на этот счет, я бы сказал. Ты как думаешь? Я с тобой согласен. Я думаю, что лучше сказать с ошибками, чем правильно промолчать Ну на да, вот иностранном именно. языке. Именно так. Вот, тем более, насколько я вижу по моему опыту, иностранцы, которые привыкли, что их языки никто не учит, обычно готовы расцеловать человека, который хоть что-то Ну заговорил на да. их языке, даже особенно если он способен сформулировать что-то больше, чем просто «привет» или «пока». Да, конечно, да, как бы ничего. Мне кажется, у многих людей есть как-то такой страх, что вот, ну, типа, они что-то скажут, и они скажут неправильно, и как бы, ну, над ними будут смеяться и так далее. Но, по крайней мере, в моем опыте такое, ну, по крайней мере, со мной такого никогда раньше не было. Вот если я даже что-то не идеально сказал на иностранном языке, то никто никогда не смеется. Как бы реакция всегда такая, что вот, о, типа, человек учит мой язык, я ему помогу, потому что это совершенно, ну, как бы, любой нормальный человек отреагирует именно так, я считаю. Мгм. Когда начинаешь изучать язык, разумеется, ты вынужден говорить с ошибками, Ну потому да. что еще далеко не всего знаешь. И здесь как раз принципиально пытаться пробовать сказать хоть что-нибудь. Если, к примеру, не знаешь каких-то слов, использовать, к примеру, английский. Я Ну помню, да. у меня был как раз знакомый итальянец, с которым мы занимались немецким языком, и когда он разговаривал, не мог вспомнить немецкое слово, он вставлял английское. Ага. В некоторых языках, кстати, это считается нормальной культурой речи. Например, в Индии так очень многие люди разговаривают, свободно смешивают свой родной язык с английским. Так что там ты даже можешь выйти за своего. Ну да. В Швеции то же самое, на самом деле. Ага. Кстати, меня заинтересовал один современный молодежный шведский сериал, в Ага. котором все, разумеется, все герои это носители языка, но время от времени, примерно один раз или два за всю серию, кто-нибудь скажет какую-то меткую английскую фразу, Как интересно. которая состоит из, скажем, 2-4 слов. Было бы совершенно понятно, если бы кто-то сказал по-шведски, то есть не было никакой необходимости это переводить для иностранцев, но кто-то считает, что это прикольно сказать по-английски. Ну, это уже, наверное, это получается черта такой двуязычной культуры. То есть это уже предполагается, что, по сути, любой швед просто и в любом случае поймет и шведский, и английский. И это уже как бы вопрос, ну, как бы, ну, типа прагматики, как бы вот выбор языка немножечко меняет как бы вот оттенок того, что ты говоришь и так далее. Но в любом случае все поймут. То есть очень интересно. Я по себе сужу, что боязнь ошибок – это, пожалуй, один из самых больших блоков, самая большая преграда, которая возникает при изучении языка. Да. Когда ты ждешь, что тебе нужно научиться говорить на языке немножко лучше, а уже потом ты получишь моральное право смущать носителя языка своим отвратительным произношением. Ну да, это ж просто неправильный подход. Я, например, могу сказать, что чисто вот из моего личного опыта, вот, например, я японским владею, ну, уже как бы, ну, на таком вот спокойном, вот, в общем-то, могу более-менее спокойно на нем разговаривать о чем угодно. Я при этом все равно постоянно совершаю разные ошибки, ничего плохого в этом нету, что называется, меня все равно понимают, и я все равно
более-менее могу сказать то, что я хочу сказать. И потом, если я даже и как бы что-то не совсем правильно сказал, то я потом научусь это правильно говорить, и тогда я буду улучшаться. А если я никогда эту ошибку не совершил, то я тогда даже и не знаю, что у меня получается, а что у меня не совсем получается, как бы в реальной речи. То есть это, наоборот, очень удобно даже. Вот совершил ошибку, знаешь, что тебе надо немножко исправить. То есть ничего плохого в этом нет, это просто часть процесса. Думается, этот страх ошибок частично прививается из-за изучения языка в школе, Мгм. когда за ошибки в тестах, за ошибки в речи обязательно снижается оценка, Ну да. даже если ты, скажем, ты получаешь задание написать сочинение о том, как ты сходил в театр, ты пишешь большое интересное сочинение, которое просто любопытно прочитать, но ты Мгм. при этом сделал несколько ошибок и получил плохую оценку. В итоге такая оценка просто не стимулирует тебя идти дальше, чем то, что ты уже знаешь. Ты вынужден использовать только то, в чем ты абсолютно уверен. Это сразу ограничивает набор тем, на которые ты можешь поговорить, и лексику, которую ты можешь использовать. Да, совершенно верно. Вот это, как только такой страх появляется, то сразу как-то вот уходит желание общаться на этом языке. Ведь язык это ж как бы, ну, это ж вот когда ты владеешь каким-то иностранным языком, у тебя сразу открывается новый мир, новая культура, ты можешь с новыми людьми общаться и так далее. То есть это неправильно на это смотреть, как вот есть правильное и неправильное. Это просто вот надо, наоборот, этому радоваться, этому процессу, что, ну, совершил ошибку, и ладно, зато я как бы смог с кем-то пообщаться. То есть как-то нельзя на это смотреть как на математику, где есть один правильный ответ. Это просто совершенно не так работает. То есть это, мне кажется, очень метко ты подметил, что там в школах из-за того, как это преподают, что вот есть правильный ответ, есть неправильный, это просто убивает любое желание как-то даже и дальше стараться общаться на этом втором языке. Мне, кстати, вспоминается рассуждение э, венгерского полиглота Като Ломб. Она писала, что есть много разных занятий, но обычно, если вы любитель и владеете чем-то плохо, то лучше вам этим делом не заниматься. Например, если вы хотите быть врачом-любителем, это просто опасно для других людей. Если Ну вы да. хотите быть э, водителем-любителем, который точно не знает, как вести машину, Э, возьмите любую другую область, скажем, инженер-любитель, который точно не знает, как разрабатывать программы и так далее. Ага. Здесь любительство явно опасно, и лучше все-таки подучиться. Ага. Но при этом Ломб подчеркивает, что изучение языков – это, пожалуй, редкая область деятельности, где даже небольшие и неточные знания могут быть полезны. Совершенно верно. Ну, опять-таки, все-таки есть профессиональное владение языком. Если вы владеете языком на любительском уровне, то вряд ли вам стоит переводить беседы политиков, иначе несложно получить какой-нибудь международный конфликт. Ну да. Ну да. Ну да, как И бы, тут, да. Да? и тут, кстати, мы можем подойти к другому вопросу. Если вам нужно владеть языком в профессиональной деятельности, то есть, к примеру, вы инженер-программист, и вам нужно владеть английским языком, насколько нужно, вот как с своей точки зрения, насколько сильно нужно уделять внимание правильности своей речи? Можно ли, если ты постоянно общаешься в рабочей среде на этом языке, можно ли сказать, ничего, меня все понимают, я буду говорить и писать с ошибками? Ну, ну, это интересный вопрос. Я считаю, что все-таки, когда ну, когда разговариваешь на языке и со многими ошибками, все-таки как бы, ну, не поспоришь с тем фактом, что тебе бывает сложнее при этом понять. То есть, как бы, ну, иногда там какая-нибудь маленькая ошибочка, там, неправильный артикль, в целом это особо не мешает. Но если у тебя постоянно какие-то ошибки, которые просто отвлекают от того, что ты пытаешься сказать, и делают это сложным для понимания, то тогда это уже проблема, потому что это ну, тогда, как бы слушателю уже непонятно, что ты пытаешься сказать, и тогда уже как бы сама суть, ну, сам смысл языка как бы как способ передавания очень
конкретной, как бы важной, четкой информации, тогда это уже хуже получается. И тут это уже становится проблемой. То есть тут, мне кажется, зависит от контекста. Если ты просто общаешься там, допустим, ну, условно говоря, ты там владеешь магазином, и ты немножечко французским владеешь, да, и к тебе вошли французы, ты там сказал бонжур там и так далее, и ну, там что-то им продал, прекрасно, все счастливы, как бы, ну, это, знаешь, это как бы low stakes, это не очень важно, это, ну, совершил ошибку, и ладно. Но если ты как бы описываешь какой-то документ важный, технический, тебе надо очень конкретно объяснить, куда там какая деталь, или там, неважно, в программе там что куда, и тебя не поняли, то тогда это уже куда большая проблема. То есть это зависит от контекста, и вот конкретно в этом контексте, когда что-то более важное, там, ну, или там политические беседы переводишь или что там что, тут уже надо очень, очень, ну, ошибки тут крайне нежелательные, я бы сказал. Мгм. То есть здесь нужно различать, когда язык является частью твоей профессиональной подготовки. К примеру, если ты являешься менеджером и постоянно проводишь выступления, то здесь владение языком, владение не столько даже правильным языком, сколько владение богатым языком, умение заинтересовать своих слушателей и так далее. Это часть твоих профессиональных навыков. Вот И здесь именно, нужно подходить к вопросу именно как профессионал. А совершенно верно. если рассматривать изучение языка как такового, то бояться делать ошибки нельзя ни в коем случае. Наоборот, нужно просто стараться делать все больше и больше и ждать, что со временем твой язык улучшится. Ну да, тут и правда просто очень важно различать эти вот два разных как бы контекста, когда ты просто ради себя изучаешь или просто в принципе изучаешь язык, и когда это уже конкретно вот нужная вот ну нужная часть твоего скиллсет как профессионала. Тут как бы можно, конечно, немножко побольше об этом подумать. Я не знаю, как правильно эту линию можно нарисовать, и где и как, но в целом явно там разница есть и должна быть.